самом сердце пустыни Невады, где бескрайние песчаные равнины тянутся на десятки миль, в начале 2022 года произошло событие, которое местные назвали чудом. На месте, где долгие десятилетия был лишь выжженный солнцем пустырь, вновь появился город. Не призрачный мираж, не декорация, а настоящий, с домами, улицами, даже табличками с названиями. Люди, которые знали этот регион, не могли поверить своим глазам. На карте появился населенный пункт, исчезнувший без следа почти век назад. Новость распространилась быстрее, чем пыльные бури пустыни. Репортеры, блогеры, исследователи спешили на место, пытаясь понять, как такое возможно. Ни один спутник, ни один картографический сервис ранее не фиксировал здесь ничего, кроме бесплодных земель. А теперь целый город, будто вынырнувший из прошлого. Самое странное заключалось в том, что постройки выглядели так, словно их оставили лишь вчера. Свежая краска на заборах, нетронутые окна, вывески магазинов, будто они только что открылись. Сложно было представить, что эти здания не видели жизни почти 100 лет. И все же самые пугающие открытия ждали тех, кто решился войти внутрь домов. Там время застыло. Когда в сеть попали первые видео, зрители по всему миру испытали шок. Камера медленно шла по центральной улице, и каждое здание будто хранило дыхание прошлого. На крыльце пыльного кафе стояли металлические стулья, аккуратно сложенные друг на друга, а за мутными окнами виднелись кондитерские витрины с нетронутыми пирогами. Пара улиц дальше — магазин с полками, полными консервов, обертки которых удивительным образом не выцвели за десятилетия. Оператор поворачивал объектив влево и вправо, открывая зрителю все новые и новые фрагменты законсервированной жизни. Люди в комментариях писали о том, что чувствовали странное давление в груди, глядя на эти кадры, будто само место пыталось передать некое тревожное послание. Позже выяснилось, что съемочная группа заметила и еще одну деталь. В некоторых окнах можно было увидеть силуэты, похожие на человеческие фигуры. Но когда к этим домам подходили ближе, внутри никого не было. Когда исследователи начали обследовать здание, они ожидали увидеть заброшенность и разрушение. Но картина была совершенно иной. В одном из домов на обеденном столе стояла тарелка с засохшим хлебом, рядом лежал нож, будто хозяин просто вышел на минуту. В спальне покрывало на кровати было аккуратно заправлено, а на стуле висела рубашка. Пыль, конечно, покрывала все тонким слоем, но внутри не было ни следов вандализма, ни разрушений. Библиотека в местной школе оказалась полной книг, страницы которых не потеряли яркости. Даже школьная доска с мелкими надписями уроков выглядела как в тот день, когда их написали. Ученые, изучавшие эти объекты, не могли понять, как органические материалы могли сохраниться так долго. Пустыни, жара и перепады температур должны были уничтожить все за несколько лет. Еще более странным было то, что во многих домах часы продолжали тикать. Их механизмы работали, хотя батарейки или завод закончились бы десятки лет назад. Когда в город начали возвращаться семьи, чьи предки жили здесь, атмосфера стала еще более странной. Потомки тех, кто покинул город в начале 30-х годов 20 века, с трудом верили, что видят дома своих дедов и прадедов в почти идеальном состоянии. Многие плакали, заходя в родные комнаты, узнав старую мебель, фотографии на стенах и даже детские игрушки, которые они помнили из рассказов родителей. Но у некоторых реакция была иной. Они спешно покидали город, утверждая, что чувствуют здесь что-то недоброе. Несколько человек говорили о шепоте за спиной или странных снах, которые начинались в первую же ночь после... Журналисты, пытавшиеся записывать интервью, замечали, что техника иногда отказывалась работать, камеры выключались, диктофоны фиксировали лишь белый шум. Казалось, что сам город выбирает, какую историю ему позволено рассказывать. Одно из самых сильных впечатлений оставило то, что почтовые ящики почти всех домов были забиты письмами. Конверты датировались концом 29-го и началом 30-х годов. Адреса, имена, почерки, все выглядело подлинно. Среди писем встречались и неопубликованные газеты с заметками о необъяснимых событиях в округе, о пропавших людях и о загадочных колоннах пыли, которые будто бы поднимались в небо сами по себе. Некоторые письма были открыты и содержали такие фразы, что даже закаленные историки признавались. По спине пробегал холодок. Они приходят по ночам. Мы больше не можем спать. Если ты читаешь это, беги. Содержимое этих конвертов стало ключевым звеном в понимании того, что же на самом деле произошло. Но сначала нужно было вернуться к самому началу, в момент рождения города. История города начинается в самом начале 20 века, когда группа старателей и предпринимателей отправилась в пустыню Невады в поисках золота. Район был суров и безжалостен, раскаленное солнце днем и ледяной ветер ночью. Но именно здесь, среди каменистых холмов, были найдены жилы драгоценного металла. Первоначально это был крошечный лагерь из палаток и деревянных сараев. Однако находки оказались настолько перспективными, что в течение всего лишь нескольких месяцев здесь выросли первые каменные здания. Была проложена грунтовая дорога и построена
построена железнодорожная ветка. Город обрел название, символизировавшее надежду на богатство. С каждым месяцем прибывало все больше людей. Шахтеры, торговцы, ремесленники, семьи с детьми. Появились школа, больница, отель и даже небольшой театр. На фоне безлюдных земель город светился как остров цивилизации, манивший тех, кто мечтал о новой жизни. Но в этой истории с самого начала пряталась тень. Золотая лихорадка придала городу бурный рост. К середине 20-х годов здесь проживало несколько сотен человек. Местные газеты писали о городе будущего, где можно зарабатывать целые состояния. Но золото оказалось не таким богатым, как ожидалось. Жилы быстро истощались, и уже к концу десятилетия прибыль шахт резко упала. Тем не менее, жители не спешили уезжать. Город обрел собственную жизнь. Здесь открывались пекарни, магазины тканей, небольшой кинотеатр. Люди верили, что город переживет кризис, ведь пустыня дарила им чувство уединенности и особой свободы. Но именно эта изоляция, как выяснится позже, сыграет роковую роль. Когда проблемы начнут нарастать, помощи ждать будет неоткуда. Великая депрессия обрушилась на Америку как буря. Для города, стоящего в стороне от крупных торговых маршрутов, это стало ударом, от которого он уже не оправился. Цены на золото упали, шахты закрывались одна за другой, а торговые лавки пустели. Многие семьи остались без средств к существованию. Первые волны отъезда начались зимой 30-го года. Дома пустели, улицы становились тише. Но город все еще жил, хотя и на грани. И тогда начали происходить события, которые даже спустя десятилетия не поддаются логическому объяснению. Появились слухи о ночных криках из шахт, о странных силуэтах вдалеке, которые растворялись в воздухе. Несколько детей пропали бесследно, а поисковые группы возвращались ни с чем. Весной 1932 года город исчез. Не постепенно, а будто в одночасье. Газеты тех лет сообщали, что прибывшие из соседнего округа торговцы не нашли здесь ни одного человека. Все дома стояли открытые, еда оставалась на столах, двери были не заперты. Ощущение было таким, будто жители просто вышли на минуту и не вернулись. Ни тел, ни следов борьбы, ни записок с объяснениями. Местные власти, а позже и федеральные агенты пытались понять, что произошло. Но пустыня была безжалостной. Любые следы быстро скрывались ветром и песком. Особую загадку добавляло то, что карты, на которых город обозначался, вскоре стали выходить с пустым пятном на этом месте. И чем больше об исчезновении пытались рассказывать, тем меньше информации доходило до широкой публики. Ученые, историки и искатели приключений не раз пытались разгадать тайну исчезновения. Версии варьировались от экологической катастрофы до тайных правительственных экспериментов. Некоторые указывали на необычные геологические особенности региона, магнитные аномалии, подземные пустоты и резкие выбросы газа. Другие говорили о мистических факторах, связывая исчезновение с легендами коренных племен о земле, что забирает живых. Но была одна особенность. В округе не нашлось ни одного человека, который бы точно знал, что произошло в ту ночь. Даже пожилые жители соседних городков говорили лишь о странном гуле, который слышался из пустыни, и о ярком свете, озарившем горизонт. Эти свидетельства, хоть и скудные, стали основой для будущих поисков, ведь кто-то, возможно, знал больше, чем говорил. Когда в 22 году исследователи добрались до шахт, все выглядело так, словно работа здесь прекратилась лишь вчера. В руднике стояли тележки с породой, кирки были аккуратно прислонены к стенам, а на верстаке лежали инструменты, покрытые тонким слоем пыли. Но главной находкой стали не они. На глубине примерно 200 футов в одной из штолен обнаружили узкий боковой проход, о котором не упоминалось ни в одном плане шахты. Он уходил вниз под невероятным углом, и там, в крошечной камере, стояла массивная металлическая дверь без замка. За дверью пустота. Ни комната, ни туннель, а темное пространство, в котором звук шагов исчезал мгновенно, будто его поглощало само ничто. Когда один из исследователей шагнул внутрь, его приборы зафиксировали резкое падение температуры и исчезновение радиосигнала. Он вернулся через несколько минут, бледный и молчаливый, отказавшись рассказывать, что видел. В поисках ответов журналисты обратились к старожилам соседних поселков. Один из них, 95-летний мужчина, в детстве бывал в этом городе. Он помнил, как однажды его отец вернулся оттуда необычно взволнованным и сказал, что в пустыне проснулся кто-то, кого нельзя тревожить. Другой свидетель утверждал, что за день до исчезновения видел над городом огромный пылевой столб, который не двигался, а будто завис в воздухе. Некоторые рассказы были откровенно пугающими, говорили о ночных визитерах в длинных плащах, о странных песнопениях и свете, который пробивался сквозь щели домов. Хотя ученые списывали это на старческие фантазии, все эти истории сходились в одном: ночь исчезновения была ненормальной, и все же одна из женщин, бывшая тогда ребенком, произнесла фразу, которая врезалась в память исследователей: «Они забрали наш город, чтобы он мог вернуться тогда, когда мы будем к этому готовы».
Как именно город появился вновь, до сих пор не ясно. Первые, кто его увидели, утверждали, что за день до этого на месте был лишь пустырь. Затем, после мощной грозы, дома и улицы будто выросли из песка. Влажные следы на асфальте указывали, что дождь здесь шел, хотя в округе о нем никто не знал. Спутниковые снимки за сутки до события не показывали ничего необычного. Но на снимках в день появления полноценный город. При этом цифровые метки файлов показывали странные несоответствия времени, будто изображения были сделаны раньше, чем сами спутники начали работу. Для многих возвращение города стало чудом, для других — предупреждением. Ведь вместе с домами вернулись и те самые письма, продукты в магазинах, тикающие часы. Все выглядело так, будто 90 лет просто не существовали. Ученые разделились. Одна группа настаивала на редком природном явлении. Якобы город был занесен песком и оказался законсервирован в условиях, исключающих гниение и разрушение. Другие говорили о пространственно-временных аномалиях, при которых участок Земли мог выпасть из привычной реальности и вернуться спустя десятилетия. Были и те, кто искал следы секретных экспериментов, проводившихся в годы Великой депрессии, но никаких документов, подтверждающих это, не нашли. Самой странной оставалась реакция некоторых людей, побывавших в городе. Они утверждали, что там время ощущается иначе. Минуты тянутся часами, а воспоминания начинают путаться. Некоторые даже уверяли, что видели своих давно умерших родственников, стоящих у окон домов. Сегодня город по-прежнему стоит в пустыне. Кто-то живет здесь, кто-то приезжает лишь как турист. Но даже те, кто поселился заново, признают. Иногда по ночам слышен тихий звон старого колокола, хотя колокольни в городе нет. Исторические исследователи продолжают спорить, что же произошло на самом деле. Реальная ли это история о возвращении потерянного поселения или результат цепочки совпадений и легенд? Ответа нет. Один пожилой житель однажды сказал журналисту: «Мы живем в городе, который вернулся, но никто не спросил, вернулся ли он таким, каким был тогда». Эта фраза словно подытоживала все расследование, потому что иногда в поисках правды мы получаем лишь ее отражение, и оно может быть опаснее самой лжи.